Приветствую подписчиков и гостей моего канала. Сегодня хочу поделиться на примере ланчмата, как легко и аккуратно обрабатывать уголки. Для ланчмата понадобится нижняя деталь, размер был указан на экране, и верхняя деталь. Верхнюю деталь я все-таки решила простегать, чтобы она была пообъемнее. Размер я ее тоже указала. Для стежки, для основания я взяла, как всегда, старое полотенчико 47 на 35 сантиметров. Проложила тоненьким слоем синтепона. Такой вот у меня есть. Где-то подрезала, подправила, укрыла вот этой верхней деталью. Далее нужно все хорошо сколоть тщательно, для того, чтобы под машинкой это у нас ничего никуда не делось, не двигалось. Все хорошо прокалываю булавочками, вот примерно так. И для того, чтобы задать направление для стежки, стегать буду обычной лапкой, прямострочной, я рисую себе таких 2 диагональных вспомогательных линии. Рисую маркером, который исчезает, очень удобно, рекомендую вам его в работе. Вообще, как видите, у меня минимум инструментов, но я не считаю, что больше нужно использовать. Достаточно линейки и маркера, и ножа. И вот параллельно линиям все простегала, буду простегивать на ширину лапки. Может быть, чуть-чуть пошире, то есть тут уже как хочется. Так вот и выглядит простеганное полотно. Сейчас нужно его немножко подровнять. Обрезаем до размеров 44 на 32 сантиметра. Как декоративный элемент я решила использовать кусочки шитья, такие вот остаточки у меня. Для того, чтобы наметить, где их разместить, я отмеряю от каждого угла по 6 сантиметров. В одном углу и во всех последующих. Ставлю меточки. Ткань у меня такая темно-пестрая, поэтому мне здесь удобнее работать мелом. И располагаю, естественно, короткие полоски кружева на короткой стороне прямоугольника между этими метками, то, что я наметила, отложив по 6 сантиметров. И длинные элементы располагаю по длинным сторонам прямоугольника. Все это прикалываю несколькими булавочками. Здесь можно и зажимами, в принципе, обходиться. Тут уж как вам удобнее. Кружево положила лицевой стороной на лицевую часть ткани, и совместила срезы. Вот одну сторону приколола, длинные полоски прикалываю на длинные стороны, узкие на узкую. Вот таким образом у нас будет декорирована верхняя часть нашего ланчмата. Строчку прокладываю на ширине 5-6 мм по всем 4 полоскам. Это достаточно просто тут все пока. В принципе, все изделие простое. Вот строчку проложила, теперь нам нужно это хорошо отутюжить. Разворачиваем вот таким образом шов, поворачиваем его и все хорошо проутюживаем. Я стараюсь минимально пользоваться утюгом, но в данном случае не обойтись без утюга. То есть никакими дополнительными строчками здесь уже это не восполнить. Так, все хорошо отутюжила. Переворачиваем на изнаночную сторону. И теперь от каждого угла откладываю по 10 сантиметров. По 10 сантиметров и ставлю меточку прямо на шов. Будем прямо по шву ориентироваться. Стыковать будем именно ту точку, которая на шве. 10 сантиметров. По вертикали и по горизонтали. И так на каждом из уголков. Вот ставлю метку на шов маркером. Здесь опять-таки удобно работать исчезающим. И провожу диагональ. Так, один уголок готов. Вот на примере одного уголка сейчас я и покажу, как я это делаю. Складываю по диагонали, то есть аккуратно расправляю уголок прямо всей детали и совмещаю при этом линии вот эти вот намеченные маркером. Но они практически сами лягут, потому что линия находится под углом 45 градусов, и здесь неизбежно она ложится друг на дружку. Закалываю булавкой, и вот это место по маркеру нужно прострочить. Сейчас я покажу более детально, как это я делаю на машинке. Вот разложила, и на продолжение линии маркером я еще провожу линию по кружеву. Как видите, деталь сложена в 2 слоя у меня сейчас. И начинаю шить я не с самого края, а начинаю шить, отступив сантиметр примерно. На кружеве уже у меня игла стоит. Сначала делаю движение вперед, потом назад. Получается, закрепочка находится не на краю изделия.
и нет необходимости убирать куда-то концы ниток. В конце тоже ставлю обязательно закрепку, потому что угол иначе у нас тут развалится потом. Таким образом я сшила все 4 угла. Вот хочу посмотреть, все ли у меня сошлось. Как видите, хорошо сошлись все цвета, то есть угол прямо аккуратно выполнил. Это очень такая легкая техника, я все время рекомендую. Теперь вот эти лишние ушки можно обрезать. То есть, по сути дела, без каких-то сложных замеров и расчетов образуется уголок красивый, аккуратный. Этот метод можно использовать и в одеялах, и в ланчматах, в каких-то вообще прямоугольных и квадратных изделиях. В скатерти, в прихватках я это тоже использую. Аналогично мы обрезаем все 4 уголка. Вот наши уголки так выглядят обрезанные. Нужно их разутюжить, то есть расправить рукой и утюгом пройтись. Здесь тоже не обойтись без утюга, но тем лучше будет смотреться все изделие в целом. Вот я их разутюжила, теперь можно выворачивать. Выворачивается легко, потому что толщина здесь небольшая, только хлопковая ткань в один слой, по сути. Все хорошо выворачиваем. Уголочки нужно расправить теми средствами, которыми вы пользуетесь. Либо это кончики ножниц, либо это специальное приспособление. И сверху все отутюжить. Вот я отутюжила, и наш конвертик готов с такой красивой рамкой. Сейчас мы внутрь этого конверта вкладываем нашу деталь, которую мы простегали чуть ранее. Вот она хорошо легла, заправилась. И далее проложила строчку прямо в шов примыкания кружева и цветной такой полоски. Вот я проложила строчку, но потом я решила, чтобы вот эти ушки не болтались у кружева. Я их тоже так же волнообразно прошла и по периметру тоже проложила строчку на ширину лапки. Вот так аккуратно и чисто выглядит изнанка наша. Здесь цельный кусок ткани, и все очень аккуратно запаковано. Ну, я сшила 2 ланчмата, потому что это приготовила подарок. Я надеюсь, что мой подарок понравится. Я надеюсь, что вам видео это понравилось. Потому что это очень удобный способ, как запаковывать уголки без особых расчетов, без особых каких-то швейных навыков. Очень вам это рекомендую. Ну и кто еще не подписался на мой канал, приглашаю подписаться на мой канал. Приглашаю посмотреть следующие видео. Проектов много, интересных, разных. До встречи на новых проектах. Пишите ваши комментарии, потому что это всегда важно. И хотела поблагодарить за комментарии к предыдущим видео. К одеялу из свитеров, к одеялу из футболок. Очень много теплых слов. Это всегда очень приятно и мотивирует на новые проекты. На этом все на сегодня. До новых встреч. Спасибо.